Всем привет на моем канале. На днях со мной случилось что-то, что не случалось уже очень давно. Что-то подобное я испытал во время и потом после сеанса с психотерапевтом. Через 14 лет после того, как я закончил школу, я встретился со своими бывшими одноклассниками. Их было там всего-то, собственно, двое на этой встрече, плюс еще несколько друзей. Вот. Но они пытаются каждый год устраивать встречи, и плюс-минус сколько-то человек приходит. Так вот, я на таких встречах еще не был ни разу. Разные причины, но, наверное, потому что я, в принципе, практически ни с кем особенно не общался среди моих бывших одноклассников и как-то не сильно скучал по ним. Вот. И, наверное, тому причиной является, в частности, мой переход. Что они меня знали совсем другим человеком, и мне, может быть, не хочется будоражить это свое прошлое, в первую очередь для себя. И вот я встретился со своими одноклассниками бывшими, и мы пошли на рождественский рынок, мы выпили там по одному другому глинтвейну, и очень здорово общались на самом деле. Сначала я как-то переживал, что общение не сложится, потому что мы с ними так особо и не общались раньше. Но получилось такое общение, в котором я почувствовал себя действительно принятым. У меня было такое ощущение, что я как будто бы попал в прошлое и переписал его заново. Я встретил людей, которые меня знали, но один из них сказал, что он вообще не помнит моего прошлого образа. Он у него как будто стерся. Но сейчас я для него как бы такой обычный, естественный, такой, какой я должен быть, и никаких вопросов. В течение вечера мы выпили потом еще немного больше и общались больше действительно вот с этим одним конкретным одноклассником и его другом, который не являлся моим одноклассником и не знал меня раньше. И мы втроем так здорово общались, что у меня было чувство, что я как будто бы принят в этот мужской круг, и нет ни одной темы, на которую бы они говорили со мной через какой-то фильтр. Фильтр, который обычно я видел, когда люди воспринимали меня как девушку. Мне довольно сложно объяснить это словами, но я думаю, трансгендерные люди поймут, о чем я говорю. В конце вечера они спросили меня вообще, как мне дался переход, и откуда я знал, что я трансгендер, и с каких пор я решил, что я трансгендер. Я рассказал им, как бы, буквально в 2 словах на самом деле, что когда я был маленьким мальчиком, как бы для всего мира девочкой, я спросил просто мою маму, когда же я стану мальчиком, потому что, очевидно, я не мальчик. Когда я рассказывал этим парням про ту ситуацию, в которой я спросил свою маму, когда же я стану мальчиком, и что же такое, почему я все еще не мальчик, и почему я не могу пожелать себе проснуться на следующий день и быть мальчиком, я в этот момент как будто оказался тем самым ребенком. Виной тому был алкоголь и наша очень душевная беседа. Но у меня такое ощущение, что я в этот момент был в каком-то состоянии сравнимым с гипнозовым, наверное. В этот момент я как будто оказался там, в прошлом, и я видел свое то детское тело, я посмотрел вниз на себя и сказал, ну почему же я не мальчик? Это настолько охватило меня, что они оба смотрели на меня и сопереживали. И этот момент просто очень сложно действительно так описать сейчас. Но я скажу, что это со мной сделало. Мы потом разошлись, и я поехал домой. Когда я приехал домой,
Я обнял свою сонную жену, и я понял, что, что как бы я перескочил снова назад в свое настоящее я. Я как будто вынырнул из какого-то пятого измерения, что ли, как будто прошел через какой-то портал. И я обнял ее, и я просто разревелся. И я ревел, наверное, минут 10, я не мог успокоиться. И я просто ревел. И она все пыталась узнать, что со мной произошло, что случилось. А я сказал ей в этот момент, и я не знаю, это было очень эмоционально для меня, что я бы очень хотел, чтобы я, просто родился мальчик. Когда я ревел, мне было просто жалко, очень-очень жалко все эти потерянные годы. В этот момент они мне казались совершенно потерянными. Детство, подростковое время, из подростка становиться взрослым человеком, первый партнер, первая любовь, все это просто фильмом пролетало мимо моего внутреннего глаза, и мне было просто ужасно обидно. Моя жена сказала, что она меня любит таким, какой я есть, и что если бы я не был таким, какой я есть, то не было бы такого человека, какой я есть. Это банально звучит. Но в конце концов круто, что я такой, какой я есть. Просто для меня этот опыт бухания с одноклассниками, перемещения во времени дал какое-то новое открытие, что ли, для себя. Это окей так пореветь, так погоревать, потому что оно накапливается. И отпустить. Надо отпустить. Так что, если ревется, ревите. Если есть кто пожалеет, то хорошо, если пожалеет. Если нет, то чувствуйте себя обнятыми в этот момент мною. Я вас жалею, я вас понимаю, я вас люблю. Это окей так пореветь. Очень жалко это время, но теперь все хорошо, и все будет хорошо. Давайте примем себя такими, какие мы есть.